Что нас всех ждет в новом 2022 году? Общий прогноз на год. Начало и конец года относительно спокойны, а вот его середина – время действий и перемен. Постарайтесь поймать эту волну и активно плыть по течению. Помните, что не получится довести до ума в середине года, можно будет успешно завершить это к концу года. Поэтому верьте в себя и идите к успеху. Не забывая самого главного, каков бы ни был этот гороскоп, не стоит слепо доверять ему, так как узнаем только в следующем году, правда это или нет. Итак, давайте посмотрим на гороскоп по знакам зодиака на 2022 год. Овен. Начало года – прекрасное время для путешествий, не обязательно зарубежных. Главное, чтобы маршрут простирался хотя бы дальше дачного участка. Это время получать яркие впечатления и открывать новые горизонты. С апреля и до середины июля вас ожидает замечательно удачный период. Он одинаково хороший для карьерных взлетов и для финансовых достижений, и для головокружительных успехов на личном фронте. Во второй половине июля и в августе будет очень правильно отдохнуть и набраться сил. Полученного заряда хватит на то, чтобы предпринять еще один могучий рывок вперед в середине октября, а затем самое время переходить в оборону и быть готовыми защитить свои завоевания. Ноябрь и первая половина декабря – отрезок, когда и отношения, и деловые проекты могут проходить испытания на прочность. Обзаведитесь надежными союзниками и не волнуйтесь, к концу года все уляжется. Телец. Уже в начале года вы сможете избавиться от некоторой жизненной неопределенности, возникшей в прошлом году. В феврале-марте вы способны преодолеть все преграды, решить давние проблемы, а также найти необычный выход из тех ситуаций, которые казались безнадежными. Упорство, трудолюбие и самостоятельности вам не занимать, поэтому вы с легкостью продвинете свою мысль или новый проект, особенно летом. Оно обещает стать самым удачным и насыщенным временем года. Чтобы к осени накопившаяся усталость и стресс не дали о себе знать, запланируйте отпуск на сентябрь. К зиме страсти поулягутся, и вы войдете в идеальную форму уже до конца года. И отдельно про личные отношения. Тут все выглядит весьма событийно и позитивно. Небольшой шторм осенью только укрепит ваши отношения, и к концу года вы придете с уверенностью, что вам очень повезло. Близнецы. В этом году личная жизнь окажется в центре внимания. Романтика и еще раз романтика, особенно если вы еще не нашли свою вторую половину. Что касается работы, январь может уйти на раскачку, но уже в феврале вы наконец наберете хорошую скорость. С июня наступит безоговорочно позитивный период. Путешествия, творчество и все это на фоне финансового достатка. Деньги в этом году придут к вам через влиятельных знакомых. Они или будут покровительствовать вам, или пригласят в прибыльный проект. Так что не ленитесь восстанавливать старые связи. Активнее общайтесь с друзьями, напоминая о своих профессиональных достоинствах. С сентября и до самого конца года продлится весьма энергичный период. В вашем знаке обоснуется Марс. В это время во всех сферах вашей жизни, в личных отношениях, карьере, финансах вам будет сопутствовать удача. Рак. Словно в попытке компенсировать все проблемы прошлого года, 2022 стартует для вас позитивно и очень успешно с самых первых месяцев. Еще более позитивным станут апрель и май, которые более чем щедро отплатят за прошлые неудачи. Из летних месяцев стоит выделить июль. Он не поскупится на удачные для вас события. Впрочем, чего же еще ожидать от месяца вашего знака? Неплохой и сентябрь, когда вас будут выделять замечательная острота ума и изобретательность. В октябре вы можете несколько агрессивно настаивать на своей точке зрения. Зато ноябрь несет с собой и успехи в делах, и гармонию в романтических отношениях. Этот месяц глубоких мыслей и чувств. А в декабре вы и вовсе будете победителем на всех фронтах. Лев. В том, что касается романтических увлечений, год стартует очень даже бурно. О работе такого не скажешь. В январе дела могут идти с некоторым скрипом, но уже в феврале все наладится. Этот месяц лучше провести тщательной подготовкой будущих проектов, к решению юридических вопросов и получению одобрения от начальства и высоких инстанций. А вот в апреле стоит выжать полный газ и не отпускать педаль до конца июня. В это время могут быть достигнуты едва ли не самые серьезные успехи года. В июле необходимо притормозить, а август было бы идеально провести в отпуске. С сентября дела пойдут просто отлично, вы будете двигаться к целям напролом и добиваться прекрасных результатов. Дева. Избегайте импровизации в начале года. Это позитивное время, но только для хорошо обдуманных действий. Март прекрасно пройдет для учебы и дальних поездок. Апрель и май могут стать горячими месяцами, независимо от погоды.
Первый отличается высокой импульсивностью и мощным зарядом энергии, а второй – бурлением страстей в личной жизни. В июне-июле страсти улягутся, и отношения обещают войти в очень гармоничное русло. Кстати, эти же 2 месяца также хороши для путешествий. Уж не свадебных ли? Август и сентябрь пройдут спокойно, даже скучновато. А вот со второй половины октября вы снова полностью почувствуете себя в своей тарелке. До конца года продлится благоприятный период. И учтите, если в июне-июле со свадебным путешествием не сложится, то в запасе есть ноябрь, тоже отличный по этой части. Весы. Кажется, вы в этом году попадете в число счастливчиков, которым даже в январе придется как следует поработать. Впрочем, кавычки тут не очень неуместны. Работа-то будет продвигаться отлично. Февраля с мартом это касается в той же мере. Но вы можете отвлекаться на романтические увлечения, которые ближе к весне расцветут пышным цветом. Апрель просто идеален для творчества, а в мае, не дожидаясь лета, можно смело отправляться в отпуск. Хотя если решите потерпеть до июня, то отдохнуть получится ничуть не хуже. В оставшуюся часть лета и в сентябре лучше не принимать важных решений. Зато октябрь замечательно хорош во всех отношениях. Ноябрь, особенно вторая его половина, просто идеален для романтических отношений. А конец года должен запомниться неожиданными удачами и приятными сюрпризами. Скорпион. В каких бы снежных краях вы не встретили год, холодно вам точно не будет. Тепла партнерских отношений с избытком хватит, и чтобы согреть вас, и даже растопить окрестные снега. Такой интенсивностью и гармонией должны отличаться романтические чувства. Да и для дел начало года выглядит неплохим, особенно февраль и март, прекрасный апрель и первая половина мая. Затем же начинается длительный период затишья. Вплоть до августа лучше не ставить перед собой высоких целей, а больше заботиться о том, чтобы не лишиться уже достигнутого. Это касается и личной жизни, и карьеры. Если в это время вы почувствуете законное желание отдохнуть, то июль подойдет как нельзя лучше. Сентябрь месяц бурный, но позитивный. Приложите максимум сил, чтобы в последующие месяцы наслаждаться жизнью, пожиная плоды успехов. Стрелец. Почти все первое полугодие Нового года очень хорошее для вас время. Это замечательный момент для учебы, творчества, духовных и психологических поисков, а также зарубежных поездок, особенно с профессиональной или образовательной целью. А учитывая продолжительность этого периода, легко понять, что достичь вы успеете многого. Да и на личную жизнь жаловаться вам, скорее всего, тоже не придется. С конца мая начинается другой период. В принципе, его не назовешь неудачным, однако вы можете быть чрезвычайно импульсивными и порывистыми, а ваши решения не слишком обдуманными. Постарайтесь обуздать свой темперамент, и тогда все будет в порядке и с работой, и с личной жизнью. С августа лучше отказаться от новых проектов, зато проекты текущие должны приносить хорошие результаты. В конце сентября и начало октября необходимо поберечь себя и уделить больше внимания здоровью. А в декабре вы снова наберете полную скорость и в следующий год ворветесь на всех парах. Козерог. Год начинается интересно и воодушевляюще. Многие представители знака увидят возможность изменить свою жизнь и двигаться в новом направлении. Март-май будут весьма благоприятными с финансовой и профессиональной точки зрения. У вас появится шанс найти интересную работу, превратить хобби в источник доходов. Ваши знания и талант становятся более востребовательными. Не исключено, что предстоит выбирать из нескольких интересных предложений одно. Период с начала лета до середины сентября будет благоприятным. Интересно, что часто для этого даже не придется стараться. Все будет получаться как будто само собой. Для отдыха подойдет любой из летних месяцев. А сентябрь и октябрь – период, когда ваш консерватизм столкнется с мощными порывами ветра перемен, но вы прекрасно со всем разберетесь. Конец года очень успешный и многообещающий, вплоть до самых последних его дней. Водолей. Январь, февраль и первая половина марта щедры на внезапные сюжетные повороты. Чтобы все сюрпризы оказались приятными, старайтесь быть осторожнее, строго подчиняясь всем законам и правилам. Зато уже с конца марта и до середины августа все в высшей степени благоприятно. Возможны финансовые успехи, карьерный рост и любовные победы. Начавшиеся в это время отношения могут оказаться весьма перспективными. Конец лета и начало осени довольно спокойные. Кто-то даже заскучает. Но в любом случае вторая половина сентября и октября быстро восстановит позитивный настрой. Этот же период в наибольшей степени подходит для отпусков. Учтите только, что выбирая между горами и морем, предпочтение лучше отдать морю, причем это касается всего года. Ноябрь нейтрален,
А в декабре вы можете успеть вскочить на подножку отходящего поезда, завершив до конца года что-то очень важное. Рыбы. В вашем знаке в общей сложности больше чем полгода проведут оба его властителя, Юпитер и Нептун. События, мягко говоря, нечастые. Последний раз такое случалось в середине 19 века. Ловите момент. Ваши управители максимально сильны, а значит сильны и вы. Вплоть до середины июня звезды благоприятствуют вам едва ли не во всем. Имейте в виду, особенно благосклонны они будут к тем, кто умеет помочь другим. Первое полугодие – период, когда очень желательно выделить хотя бы немного времени и средств на благотворительность. Поверьте, высшие сферы в долгу не останутся, а те из вас, кто связан с творчеством, психологией или духовной деятельностью, еще и много времени спустя будут вспоминать 2022 год как исключительно успешный и плодовитый. В июне, июле и сентябре не стоит идти напролом, лучше выждать и проявить терпение. Ноябрь восстановит ваши силы, и в декабре вы будете вполне способны покорить еще несколько серьезных высот. Каков бы ни был для вас этот прогноз, приятным или не совсем приятным, не забывайте самого главного, что каждый человек творец своего личного счастья. Мы все живем в мире, который сами выстраиваем своими мыслями, словами и действиями, поэтому стоит делать побольше добра и думать намного позитивнее. Тогда вы одним ранним утром обнаружите, что окружающий вас мир стал к вам гораздо добрее. Здоровья и успехов вам в новом 2022 году!